Мне нравится вот это. Мне вообще вот это нравится. Типа мужики такие просто... Они просто охраняют стену. Они молодцы. Честно, я небольшой фанат легенд низкого рейтинга. Ну, мужики там что-то играют под пивом, что-то совсем свое, строят какие-то вот эти домики. Но знаете, что мне действительно нравится? Люди, у которых есть вот какое-то свое видение эпохи, и оно уникальное. И они, вот у них есть план, и они его придерживаются. И вот именно с таким мы сегодня, я думаю, и встретимся. И что у нас происходит? И это классическая Аравия, рейтинг. А рейтинг, смотрите сами какой. 400. 400 плюс. 436, а 440. Не самый низкий рейтинг, ребята. Не самый низкий рейтинг. Я просматривал матчи пацанов на рейтинге 0. Там, конечно, совсем беда бедой. Там ребята прям уходят куда-то на минут 10. Прям... Ну, то есть там у них действительно рейтинг 0, потому что они там прям не играют практически. То есть делают какую-то левую дичь. Здесь ребята уже основательные. Вот посмотрите, вот начинается. Вот. Хорошо. Итак, Crispy Duck 123. Переводится как хрустящая утка 123. Этот чувак, он довольно-таки имбовый. Потому что играет он на персах и только на персах. Только персы. То есть у него около 450 игр, все на персах. Ну и, как вы видите, бонус на дополнительный лес и дополнительную еду. Вот он пошел. Домики чисто уже легендарные. Ну окей, я хейтил домики, но это вот не обычные домики. Обычные домики это чуваки, когда делают то там 4, там такой район, типа район по Винчестеру, как на арене. Ну типа такого. Лоу и лоу Винчестеры, короче. Ладно, здесь, смотрите, все продумано. Ладно, смотрим дальше. Против него играет DFQ на гунах. Ну что, гуны? Хорошая нация для новичка. Не надо париться о домиках никогда. 200 лимита уже разблокировано. Супер, пупер. 200 лимита. Может быть, дать им 300 лимита. Типа, меньше 500 рейтинга, играйте на 300 лимита. Скаут в АФК режиме. Здесь, возможно, автоскаут Crispy Duck включил. А может и нет, может разведывает. Интересно. И лесопилка такая чисто. Лес. Идем строить. Погнали. Давайте посмотрим за их темной эпохой. 2 овцы, нормалды. Этот чувак здесь работает. Айдлы. Гун почти не айдлит, на самом деле. Для 400-то, ё-моё, рейтинга, да? Угу. Нормалек. А распределение рейтинга, оно же вот стандартное распределение. Самое большое количество игроков там на 800, 900, 1000, 1100, 1200, да? Ну там особенно вот 1000, там 1100. Ну, это на самом деле там меньше 1000 среднее. Но в общем, а на 400 это уже прям может быть там топ-5 с конца. Вероятно, игроков. Может, топ-10% с конца. Ну, плюс тут много игроков, которые там не играют, хотя их же удаляют из сайта. Поэтому все нормально. Давайте посмотрим. У нас на что смотреть-то, собственно? На конных лучников. Угу, на конные лучники дешевые, очень дешевые. В импах еще более дешевые. А у перса им доступна парфянская тактика в замковой эпохе. Это неплохо, может бафнуть их и дать дополнительные 2 брони, чтобы не обсираться. Ну, короче, главное на этом рейтинге, как я понял, не попасть в домовтык. Гун решает эту проблему довольно-таки быстро, пиком нации, а перс основательно. Нашел тут еду, слона, ну смотрим. Вообще, слоны. Слоны это не кабаны. За ними надо идти? О, нет, вот это вот когда топ идет за слоном, это неинтересно. Ну пошел и вернулся. А здесь? Ладно, нормально. Нифига себе. А не, блин, сорвался. Но он контролит жестко. Блин, уже лучше, чем я. Уже лучше, чем я. В принципе. Только с ТЦ мы начинаем бегать. Ну, просто раз, два, три, четыре, пять. Кстати, Лум не прокачал. Да, и на самом деле 2 креста уже раненых. А, так он уже второго слона. Понял, блин. А что это, собственно, происходит тут? У Гуна. Это что, билд? Это что, 2 на лесе? Это что, 2 кабана рано съеденных? Нет лума? Айвил меньше минуты? Ой, ё-моё. Здесь смотрим. Испилка, конечно, сомнительно, но окей. Про мельницу тоже. Кстати, вот интересно, игроков вот интересует, а там вообще-то кто-то ходит. Там какой-то осел. Может, его тоже вообще-то можно есть. Может расковырять его, может удалить мельницу, и там появляются ослы. Ладно, хватит рофлить, на самом деле. Видим, как интересно на миникарте расположено золото. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. То есть, и интересно. Такая вот длинная скала. Здесь, кстати, есть вообще-то вообще нифига не мало озер.
Да. Так, мельница. Кстати, не дурная мельница. Здесь чуваки закончили работу и окружили овцу, и такие козу, и все. Вау, так это действительно он скаут рашит. И он даже на лес... Не, серьезно, это 440 рейтинга? На лес послал, тут что-то распределил. Туда-сюда. Давайте посмотрим на разведку синего игрока. Чё за приколы? Что за киберспорт? О, вот это более уважаемо. Вот такие фермы. Чисто челлендж. Я помню, кстати, Вайпер такой челлендж, по-моему, делал, что все здания должны касаться друг друга. То есть ты не можешь делать лесопилку где хочешь. Ты должен там думать, строить домики, потом лесопилку. Там фермы, то есть фермы. Ну, можно такой челлендж только с фермами, чтобы они делали определенную такую, как бы, площадь, surface, поверхность. Да. Ну и кто какую стратегию выберет? Давайте все-таки посмотрим. О, нет, пошла шахта, добывается золото. Я, знаете, на этом рейтинге довольно простая стратегия обычно. Собирание ресурсов. Да, именно так. Собирание ресурсов, это считается уже, в общем-то, не очень плохой стратегией. Так, заблудилась сучка. А чувак, Криспи Дак, короче, на самом деле, да, он тут у нас главный герой. Следите за ним, короче. Вот что он делает и как. Вот это вот, вот это вот. Вот эти фермы. Вот эти слоны, которые не тронуты, да, интересно тоже. Слонов не трогал. Олени, я надеюсь, они тут не подгоняли. Топор сразу, хомут сразу. Крестьян, правда, не заказал. Ладно, пофиг. 19 крестьян, может их... А нет, так он делает и барак. Может это advanced, продвинутый билд в седло плюс скаута? Или точно, раннее седло на первого скаута. Имба, Карналь. Карнейдж, имба. На. Ну, для этого надо конюшню построить. Я уже ушел вперед. Так, ну, здесь никаких хомутов, никаких... Так, стоп, перс не переходит. Ну, перс, конечно, очень тоже солидный пик для, ну, можно сказать, новичков. Хотя тут у пацанов 500 игр. Типа такой полуновичок, полуненовичок. 21 на 27 крестьян. И, соответственно, добытых ресов, кстати, одинаково. А, кстати, это интересно, потому что обычно, если у тебя, ну, больше крестьян, ты больше ресов собрал, да? Ты не тратил на переход, вот это все. Но... Так как не ел слонов, то, соответственно, скатывайся обратно. И в итоге у них одинаковое добытое количество ресурсов. Вот оно, то на то и приходится. Барак интересный, крестьянка, кстати, без лума, но тут ребята не агрессивные? Не агрессивные. Не агрессивные. Зачем атаковать, если можно, как бы так сказать, не отвлекаться на это? Сбор ресурсов наш все. Давайте немножко ускорим, потому что... О, вот она, рыбовая мечта, вот она. Шахты. Шахты. Нам нужно в эпохе 4 ресурса. Нет, в эпохе, сейчас скажу, сколько ресурсов. Ладно, 4 базовых. Еда, стягры, лес, золото, камень. Добываем. Все. Зачем мне? Потом, 5-й ресурс, популяция. Популяция. У Буна он уже разблокирован. Вот тут домов тык вообще-то. Переход феодала и кресты в заказе, но ничего не делать. Сразу гамбизон. Ой, это не гамбизон. Короче, припасы, топор, хомут, золото. Все, экономика есть экономная. Все, работаем. Здесь стена. Барак, это чтобы не зарашил никто. Рынок куница, это чисто такая инфраструктура, чтобы тут, короче, не будет развиваться. Все четко. Мы скоро пойдем в космос полетим. Сейчас тут этот, кто там, Илон Маск, летает на каких-то ракетах, говорят, да? В общем, там туда-сюда летает. Пока еще прилетает обратно, поэтому, да, развиваемся через рынок. Кто из вас тут Илон Маск? Ладно, хватит тупить. Давайте, серьезные стратегии идут. Так, неожиданный драж и конюшня со стрельбищем. Не доделал конюшню, чтобы сделать стрельбище. Четко, 4 меча. Кстати, ну он хорош. Он на самом деле сначала делал... Бля, ребята топы. Это топ уровень. Сделал конюшню. То есть это вообще нежданчик. Не сразу сделать скаутов, а фейкануть, что ты нуб, а потом зарядить 5 скаутов седлом. Я бы умер от такого. Я бы умер просто. Ну реально. Так. Вау, кстати, фермы насеяны. Слушайте, блин, ну честно, вот я смотрю 400 рейтинг. Not bad, not bad. Айдолы, ну, нормально. Чё? Нормально. И тут 5 скаутов. Опа, мечи плюс скауты. Чё за билд? Чё за билд? Ну, вот если ориентироваться по времени, 18 минута. Вообще, 18 минута это обычно там конец феодала. Ну, как конец феодала? Уже такой нормальный феодал. Мечники апаются. Фермы есть фермы. Фермы дают много очков. Так, разведка. А, кстати, лум-то в итоге есть здесь? Нету лума. Так, что у нас? Утка хрустящая.
О. Да, вы что, думали, этого не будет? Поэтому было уже все понятно. Стена на полкарты. Итак, у вас есть 200 камня. Он еще тут добыл. Кстати, можно проверить, сколько добыл, да, действительно. Тут 1750 должно быть. Ну, короче, он сотку там чем-то добыл. То есть 300 камня, бах. Всего лишь 300 камня на вот это хватает. Да. На 5 умножить цена каждого тайла по камню. И... Ну, добыча камня прокачивается. Вперед, ребят. Нет. Какой рейд? На весь город идет рейд максимально широким вот слоем вообще. И кресты без лума, они просто сейчас упадут. Нет, еще максимально в сердце экономики что делать? Но тут есть колокольчик. Все решается довольно просто. Имба. Нажал колок, слил только одного вила. Я бы от этого скаутраша слил всех, но колокольчик решает все проблемы. Ладно, второй крест умирает. Колокол судьбы, конечно, сгоняется не только 15 крестов, а еще все кресты. Так, экономика 0,002. Ладно, ребят, работаем. Отжал колокол, все работают. Просто перфект. Мечи еще. То есть ты приготовил скаутов, я приготовил мечей скаут. Тут жесткая микруха Маклаевна, и Гун решает что-то помикрить. И тут что-то помикрил. Так, стена. Кто делает стену? Мужик-заготовитель. Седло делается. О, ребят, конечно, никуда не спешат здесь. Так, подрезается ли крест? Ну, как будто бы... Нифига не подрезается. Что за вайпур? Run, quick wall. И уходит моментально быстро. Еще подрезает. Блин, Гун неплох, я вам скажу. Наказывает за безлумие 4 креста минусом. И чё? Кстати, у них и капы одинаковые, но капы все на месте. Так, пойдем ли мы вперед? Пойдем ли мы куда-то? Проверим дырки у Гуна. Ну здесь как-то что-то не вижу. По миникарте здесь как-то странно, да, выглядит? О, заныканы. Ну, вроде как дырок нет, лол. Лол, кек, чебурек и замковая эпоха. Да, мог раньше даже нажимать DFQ. И, кстати, что за красавчик, на самом деле. Секретные фермы, да. Секретные фермы. Это неплохо. Добывает камень. Кстати, смотрите на его. Вообще, он хорош. Он хорошие фермы делает. Он хорошее все делает. Его здания хорошие. Как бы. Шахты. Ну да, конечно, тут можно было засплитить эти технологии. Ё-моё, но тут играет какой-то просто легендушек. Легендушек. Вот посмотрите тут на все. Тут все важно. Вот эти дома символизируют безопасность. Зачем ставить дома, как всякие вот эти вот топы, херы, и сливать дома? Тут все продумано. Это наигровка на персах бесконечная. То есть ты не сольешь дома. У тебя каменный завол. Потом, посмотрите на их слонов. Они что-то значат. Что значат слоны? Как вы думаете? Ну, в общем-то, то они и значат. Так, здесь крест. О май гад. А чё он? Типа, он разве автоматически? Странно, он вилледжер. А это? Вилледжер тоже. Я думал, билдер, строитель. То есть он тут должен обойти, по идее. Ну, что-то тупит. Странно. Или он его сам остановил. Гун переходит. Давайте мотать дальше. Что у Гуна? Одна конюшня и делает скаутов. Неужели легкую каву будет? Посмотрите, как у них ферм 1-1-1-1. Он смеется едой. Ого, посмотрите, как Криспи Дак, да, разведал почти всю карту. И как грамотно он тут через скалу волится. Зачем он волится? Пока не знаю. Странные у него фермы, честно говоря. Ну, типа, хотя что странного? Типа, все логично. Ковры надо уважать за персов. Персы вроде ковры уважали, да? Они на них, типа, молились золоту или что? Ну, что-то такая тема была. Так, погнали. Еще крест выделяется. Здесь чисто 10 крестов заказал. Вот хороший. Блин, это гениальный радж. Это гениальный радж. Сюда могут идти кресты. Могут идти сюда, 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 сюда. Во все направления. Perfect. И еще под фермы. Тут просто сиди учись. Просто я записываю, я не успеваю. Так. Слонов никто не трогает. Лесопилочка как бы покеритастри чуть типа. Но окей. Главное, что топорик изучен, поэтому ребята ходят быстро, бегают. Быстро и редко. Так, обязательно завол. Вот завол просто вот наконец-то. Нормальный, надежный завол, верно? Кстати, вот тут я не знаю, как проверить. То есть никаких приколов, никаких прорывов через леса, никаких вот этих вот фишечек ваших. Скалу попробуй пройди или мою стену. Вот кто скалу пройдет, тот достоин. Вот, все, надежно. Надежность 10 000%. Гун накопал на замок. Замок за Гуна. Окей, как вы думаете, для чего? Ребята, не беспокойтесь. На этом рейтинге у всех все продумано. Тут ребята головой думают. В отличие от вот этих 2К хлебушков. Так, пошли капы. Ай-яй-яй. Второй ап на второй камень. Окей.
Экапы, ребята, молодцы делают. Ах, жаль, вот эти вот юниты не пошли в атаку. Хотя, с другой стороны, пошли бы они в атаку, и кое-кто бы сдох. Мне нравится вот это. Мне вообще вот это нравится. Типа, мужики такие просто... Они просто охраняют стену. Они молодцы. Они охраняют верблюдов каких-то. Ну все, ребята. Что дальше? Дальше. Экапы должны экапаться. Отлично. Так. Ну, Гун 22 креста заказал. Блин, он бумит в 2 ТЦ. Жестоко бумит. Прям жестоко. Очень жестоко. Перс. Ну, неплохо, тоже что-то заказывает. Итак, что дальше? А, вот она. Вот он, замок. Тут еще камень, кстати, раскидан. Интересно. Замок, ратуша и... Неужели слоны? Так. Готовится кавалерия. Сейчас будет большой врыв. Но врыв куда? Ведь Гун даже не видел начала Великой Персидской стены. Самое обидное, да, что у персов нету апгрейда на Fortified Wall, да. Укрепленную стену. Это обидно. Это досадно. С другой стороны, здесь нема домиков. Скаут, отдыхать. Броня делается на стрелков. Неужели конные лучники такие будут? Эта армия тоже никуда не идет. Так, патруль, патруль. Ух ты, эта шахта так видит же, господи. Посмотрите на, вот просто посмотрите на это. Это как в компании. Это просто гениально. Кстати, камень закончился, пошел на другой камень. Слоны в заказе. Первый слон в заказе. И монастырь тоже. Все на бэке. Все самое важное на бэке. Просто как... Просто играем в долгую. Кстати, насколько долго будет игра? Посмотрим. Жалко, вот жалко тоже, что нету здесь победы по реликам, по чуду. Ребята бы повеселились. Я не думаю, что это дисбаланс какой-то бы создало в рейтинге. Ну, да не создало это бы дисбаланс. Это бы изменило геймплей, да? Ну, из-за реликов. Большей части. Ну и отлично. Ну и отлично. Неужели форвард замок или что-то ребята двинулись на форвард? Так, подождите. Во-первых, перс бумит, гун бумит жестче. 90 крестьян, еще миллиард в заказе. Нажимает в импы. И делает мародеров. Мародеры это типа как анархия, только за гунов. То есть, чтобы ваш уникальный юнит может производиться в конюшнях. А конюшни, как мы знаем, у гуна работают быстрее на 20%. То есть, погнали. Тарканы в конюшнях. Тарканы дешевый довольно-таки юнит. Дешевле на 15 по золоту, чем рыцарь. Более слабый в плане обычного урона, но у него огромный бонус по зданиям. И он сжигает все нафиг. Плюс высокая защита от стрел. И качаешь элитку, и все, есть элитка. Довольно дешевая элитка по сравнению с тем, чтобы апать кавалера плюс паладина. Долго и муторно. В этом плане на темпе элитный таркан. Элитный таркан. Законтрит ли он стену? Так. Пока что у Криспи Дака всего лишь 3 слона. Раз, два, три. Мне кажется, он кайфует. Я думаю, он кайфует. Мне нравится, что вот здесь вообще ферм нету. Слушайте, а может он... Он в порядке вообще? Сань, ты в порядке? Мне нравится, что он то есть он же разведал, помните, ту часть карты? Типа вот это нафиг мне часть карты. Ну тут лес, окей. А вот это он забрал. Золото, камень у него внутри. Вот это все продумано. Релик тут, конечно. Релики. Так, тарканы делаются. Блин, апы, будь здоров у DFQ. Просто по апам у меня вообще претензий типа нету. Просто. У меня есть претензии к Никову, к еще другим игрокам. Но не к игроку с 440 рейтинга. Блин, да вы посмотрите. А, тогда аж стрельбище ставит. Все качает. То есть все четенько. Не, вообще, честно говоря, 38 минута импы, 101 крест, армия. Вообще неплохо. Ну, понятно, что они не воюют, друг другу проблемы не создают. Ребята умеют играть, вот, честно говоря. Вот на самом деле, вот я сейчас смотрю, и я, честно говоря, офигеваю. Кстати, перс неожиданно тоже в импах и делает сразу экапы. То есть, по сути, ребята-то умеют играть. И они, по сути, не сильно... Вот если в чистом буме, чистый бум на чистый бум, ну, не так сильно разница между там 400 и 1400 даже рейтинг, может. Не так сильна, там, какие-то 5 минут. Но вот эти вот скауты, вот это вот все. Ладно. Уже прячете сопилки. А он уже сжирает нейтральный лес, чтобы потом бэковый потом жрать. Правильно? Правильно. Так, ну у перса еще и акапы есть все. Я еще помню, что у него гильдии есть в рынке. Верно же? Есть, конечно. Ой, не гильдия, вот гильдия. То есть он может еще и продавать по дешевке. Что-то с реликом долговато. И Криспи Дак идет в слонов. Потому что он построил 2 замка. И посмотрите, замки интересные. То есть тут замок. Блин.
Тут сники стрельбище, здесь рынок куница. Здесь самое важное здание вообще в безопасности. Охренеть. Просто. Я в шоке, я фанат. То есть этот замок, его назначение, чтобы охранять все эти здания и релики. А этот, ну, на холме такой, вот тут ресурсы охранять. Так, элитный Таркан тем временем. Ой-о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 й. Додумается ли ДФК, короче, бить ворота? Так, выход на внешнее золото. Ну, кстати, тут Криспи Даку, наверное, надо было понаглеть, немножко вот это золото пожрать, и потом откатиться сюда. Ну, крестьян терять не хочется. Так, кавалеры апаются. Как план Б, на всякий случай кавалеров сделать. Релики не забираются. Здесь монаха нету, а здесь всего лишь... здесь два монаха. Собираются. Второй релик. Видимо, центральный вынес. Тут еще два. И где еще один релик? Что-то я не алло. Ну, пес... вот ты какой. Бесючий цвет карты, конечно. Гильдии делаются. Ладно, я предлагаю ускорить до какого-то боя. 8 слонов всего. Апов вообще нету. Вот тут у меня вопросы. Апать забудем или нет? Уже импы как бы, уже ресы куда копим? Кто выйдет первый на лимит? Тоже такой хороший вопрос. Тут 150 лимита, здесь 120 пока что. Криспи Дак вообще ничего не заказывает, ну добумливает. Он заказывает Саваров. Паладинов у него нет, в отличие, кстати, от Гуна. Но есть Саваров. Аналог Паладина, который подешевле, и, подешевле апгрейд, но, короче, аналог, который лучше против лучников. У него плюс единичка защита от стрел. И дополнительный урон еще по лучникам. Хотя хп немножко меньше. Но все равно. Так, парфяночка. Здесь такое комбо идет, да? Ну конных лучников я пока не вижу. Но они апаются старательно. Так. Гунские манганели. Те самые знаменитые гунские манганели, которые вообще нельзя апнуть нормально. Даже осадной инженерии нету. Вау. Ну, кстати, у турка тоже нету. И нету осадной инженерии. Потому что иначе пушки были бы имбой. Если бы с осадной инженерией у турка были пушки. То есть у них манганели еще и без осадной инженерии. Это вообще посос. Ну ладно. У турка пушки, а у гуна ничего. Ну на самом деле как ничего? Вообще-то там требы, которые у них точность там высокая. Вау, это выглядит неплохо. Кстати, вышли Савара скауты. Прикольно. Смотрите, тут слоны, а чувак увидит тут еще одного слона и подумает, что тут больше слонов. Он такой, блин, это не 8, это 9 слонов. Заволить бы их еще зоопарки им сделать. Первым, кстати, 52 на 53. Респектабельно. Хера одобрямс. Третий релик выносится. Ну и тут за реликом идет. Так. Первый бой. Главное, чтобы не был последним. Заказаны тяжелые конные лучники. 200 лимита, ребята, у Гуна. Хоба. И пошли. Савары. Абсолютно без апов. Савары. Вау. Ну, седлом, кстати. Со скоростью. Ну, количество мы задушим, да? Хотя стоят они уверенно, ребята. 3-4 брони. Ну, они что-то там прям стоят. Тарканов урон 11 плюс 2. Убегают кресты, за ними с факелами чуваки. Здесь что, ворота? Открывать или не открывать? Вот в чем вопрос. Засплитать крестьян. Криспи Дак. Уточка хрустящая. Засплитай крестьян. Продай половину крестьян, половину заведи внутрь, может. Что-то не решил. Блин, только тогда уже не заведи внутрь. Все. Нет. Зайдет ли... это приманка на слонов, я понял. Правда, здесь будут проблемы. Требует арканы. Так, пойдет заказ слонов. Господи, хватит. Давай. Он канониров сделал. Погнали. Окей, тарканы. Так, баллистики тут нема. Соответственно, замок будет промахиваться. Но здесь идет взрыв. Нет, наша база разрушена. Что делать? Всего лишь 2 замка у перса. Какого лешего? Нет, 3 есть замка, и можно сделать 4. Так, здесь разобрались. Ну, такое. Так, надо купировать это. Гуны будут сжигать все стены просто. Так, лес добываем. Так. Колокол. Да нет. Нет. Только не колокол. Что делать? Эффект колокола. 50 айдлов сразу. Экономики осталось 10, 9, 2, 2. 60, 70 айдлов. Айдлы, они даже в замке. Они идут в замке. Так, ладно, окей. Сражение, но слоны да не апнутые. Но здесь еще и слон. И он смотрит на это и такой... май гад, Он тоже участвует. Нет, он такой... Да что вы делаете? Вы даже без апов. На, блин. Подожди, его кто-то коснулся или что? Кто посмел? Почему он тоже отрывается? Не, кто-то 9 урона ему нанес. Вперед! Вперед, слоник! Вперед! Это гениально просто. Сохранить слона с темной эпохи, чтобы он потом помог в бою с слонами.
Серьезно? Ладно, немного кринжуем. Его не будут фокусить, он неуязвимый. Может, у него... Почему он сражается? А, он сражается с слонами, бля. Не то, не туда. А, это сплэш персидский. Я просто сейчас в шоке, реально. У персидских слонов, они, кстати, выиграли бой, блин. У персидских слонов же, господи. У них же сплэш. И они бьют рядом стоящих юнитов, и походу по слону тоже, и он сражался. Где он вообще? Он умер. А за что он умер? Я только сейчас понял. Вот он умер. Его сплэшем убило. И он же понимает, что его кто-то бьет. Его убили! За что? Слоны убили слона. Но есть еще один слон. Конные лучники с первой стрелой. Не, я просто не могу поверить в это. Серьезно. Быстро сделать стену, сделать слонов. Олени, вперед! Олени тоже будут атаковать. Не, олени не должны. А вы знали? Я такого вообще не знал. Я помню, как-то Дроман стрельнул по кабану, и кабан начал... И кабан убил Дроман. Но это на моем телеграм-канале, кстати, подписывайтесь, можно найти. Где в хайлайтах, где Маргу гудел... Кабан убил Дроман. О май гад. Ладно, что у нас ситуация? 160 на 120 популяций. Здесь восстанавливается раньше. Один крест строит. Все село смотрит. Просто сдало. Слоны бегают. Стоп! Сохраним слона. То есть слон все это время бил своих слонов. Господи, какой тупня. О май гад. Броня делается. Но сплэш урон, посмотрите. О, как же легко. И это без единого апа. Кузница. Хорош. Это он еще кузницу не использовал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что же произойдет дальше? Ладно, восстановительные работы на стене. Есть? Выход от золота есть. Слон поселся. Третья стрела, отлично. Тарканы плюс конные лучники. Итак, по реликам 3-2, кстати. 2 релика захапал себе гунчик. Здесь по одному кресту примерно работает. Продал около нахрен 6500 леса за 1100 голды. Окей. Так, давайте чекнем цены в рынке. Что у нас продано? Продано. Камень за 100 только. Можно еще продавать, но камень продавать... О май гад, какие ресурсы. Ну что, идти в монахов, конвертить их? Ну, можно, но сложно. Идти в комбинацию? Ну, можно. Сейчас конные лучники будут что-то наносить. 11 урона вообще-то, да, против 3 брони всего лишь. А надо 3 плюс 4, надо 7 брони. То есть это большая разница, но он не сделал. Он не сделал. Криспи Дак, хрустящая уточка. Чувак, ты играешь... Короче, этот чувак всегда играет слонов. Это вообще гениально. И вот таким определенным образом. Ладно, окей. Отхил слонов, господи, бедные монахи. Бедные монахи? Стоп, 6 монахов? Так они нормально справятся. Давайте посмотрим. Тут даже в сотнях. 4... Так это быстро. Они только что 300 хп восстановили. Офигеть, они 6 монахов хиляют. Кстати, к сожалению, нет никакой технологии, которая вот чтобы монахи быстрее хиляли. Только здания, да? Только здания. Кстати, есть ли у персов? Я думаю, есть. Да, травы есть. Посадить 20 слонов можно поместить. Второй час игры. Итак, восстановление произошло. Вторая атака, по сути. Хотя уже, по сути, третья, если учитывать феодальную. Нет, чувак не успел ничего сделать. Ладно, пошел бой, кресты сдохли, но это как бы... Так, тут лун есть? Нет, зачем? 50 золота сэкономил. У меня лума нет. У меня лума нет, и ничего нету. Слоны идут вдоль, но, опять же, конные лучники, так, тарканы их охранят, монахи хиляют, треп просто чилит. Канониры, кстати, плюс слоны имба, но золота очень много потрачено, монахи не активизировались, но пивовизировались. Свои стены не удаляются, потому что нахер нужно, как бы. А канониры расстреливают манганельки дурацкие, но манганельки стреляют, и это больно, и это реально больно, и это работает. Слоны наконец-то выходят, подключаются тарканы, и до текания даже бегут. Соответственно, слоны хавают. Все, что я понимаю, что слоны хавают. Кстати, 56 крестов потерял. Лол. У Криспи Дак КД до сих пор отрицательный. Игра за слонов. Это не очень хорошо. Как бы добытые ресурсы 103 тысячи против 67. Лол. Ну 140 крестов. 100 тарканов в заказе. Ты угораешь? 100 тарканов? Это где-то 6 тысяч голды. А, он просто все. Он просто заказал 50 ЦА, 90 тарканов. И 2 треба.
Но бои-то кто выигрывать будет? Причем, ребята, тут армия уже полностью апнутая. Это вообще жопа. Армия, все апы готовы. Ну, давайте кольцо проверим. Все есть. Все есть. А перс еще даже не апал. Она отхил. Погнали, мужики. Вот бы была технология реально, чтобы они быстрее лечили там 1,5 раза. Ну, византийцы, ну это бонус, в 2 раза быстрее лечат. Но это византийцы другое. Так, продакшн у Гуна достаточно. Ну, достаточно, я не знаю. Ну, 13, конечно. Ну, стрельбищ можно подстроить. Ну что, неужели я увижу 620 скирмов, которые будут убивать... Нет, 620, мне кажется, я не увижу скирмов, блин, что-то я перепутал. Так, может устроить рейд, захват леса. Релики 3-2, небольшая разница в пользу перса, ничего особенного. И канониры очень неудачно здесь рваются. Что тут происходит? На самом деле, что-то как-то не быстро они сносят вор. Ну, как бы быстро, но как будто я ждал быстрее. Все-таки элитный таркан со всеми апами. Что-то как-то да. Окей. Нет, ратуши может сжечь просто на... Ладно. Так, продажа тут прошла от Криспи Дака, но за гроши, ой, за гроши, он канониров заказывает. Интересно. Здесь он играет слонами, ну, как бы не до победного, он миксует прям их с канонирами. Что, кресты безопасности, с другой стороны, да? Если ты отстаешь на 40 тысяч ресурсов, то какая разница? Можно еще чуть прайдлить, уже все равно отстал. Так, монахи. Вот монахов бы убили, это было бы неприятно. Но тарканы пробегают. Нет, они убивают монахов. Они легко убьют. За 2000 причем. Потому что 15 урона как раз 30 на 15 хорошо делится, да? Так. А у перса, наверное, хпшечки на монахов-то и не... У них вообще мусорные монахи. Кстати, скорость есть. У них чисто скорость, но дальность есть. То есть, в принципе, сконвертить издалека какого-то такого ценного юнита можно. Не запрещено. Ну, ценного, но не пушки. Так. Выход на свое золото. Это золото Криспи Дака. Так, здесь, кстати, медленно жрет. Здесь, блин, тоже со слоном все в порядке? О май гад, какие айдлы. О май гад. Кстати, цена армии 12 тысяч, потому что 3 слонов и 34, ну, в общем, по 30 юнитов, там 75 всего. 12 тысяч против 7200. Но заказ сильный. Но армия в моменте 60 на 74 более дорогая у перса. Он просто, ну, хотя бы феодальные апы, пожалуйста. Хотя бы феодальные апы сделай. Сражение идет за рейтинг. То есть за 16 рейтинга. На этом рейтинге это просто... Тут ребята не вот эти хомячки, как 20 минут Аравия, там вот это туда-сюда. Тут просто это сражение на весь вечер. Может, это вообще единственное за неделю сражение. То есть это настолько важно. Блин, насколько реально... Все-таки действительно, а насколько важная для них эта игра? Намного важнее, чем для какого-то Эмбеля, который там, или Левиса, который наигрывает там по 40 Аравий в неделю, да? Ну, наиграл, забыл, продул, вообще похер. А здесь слоны. Погнали, мужики. Мечи идут в бой. Мечи, те самые мечи, они не танкуют просто. Они сохраняют несколько хп слонами. Ну, кстати, тут можно док придумать. Ну что ж, добыча леса. Какая добыча леса? Какие же тысячи ресурсов тут продаются, но вот за гроши. Что? Кавалер? Неужели пойдет в паладинов? Но все, ребята, золото начинает заканчиваться на карте. 3000 золота всего лишь и 1400 камней осталось. Так, а кто это у нас 1400 камней не добыл где-то? Это у нас где-то валяется кусочек. А вот он, да, вот это 1400 камней. Понятненько, ясненько. Угу, стенки, ай-яй-яй, ничего не видит. Ничего не видит. Блин, Криспи Даку надо научиться ставить аванпосты, мне кажется. Вот он поставил стену, вот если еще здесь аванпосты, будет чуть больше видеть. Ну, как бы приятно будет. Мало ли, тут лес у него качают под боком, можно это как бы наказать. Так, а что с монахами? А монахи делаются? Но, да, вот ему бы реально отыграть через... иметь какой-то О! Блин, у него ж на 2 замка деньги. Сюда замок? Ну, конечно, можно сюда замок делать, но тогда ты его можешь потерять. А терять станет нельзя. Понимаете? Вот сюда замок в экономику, и здесь их лечить по 20 слонов. Perfect. С травами, я имею в виду. Травы. За 200 золота. Раньше оно стоило 400 золота, а сейчас 200. Раньше оно лечило в 4 раза быстрее, а сейчас в 6. То есть, прям, пользуйся. Но нет. Кстати, Савары, я уже про них забыл. Ну, они норм. Без феодальных апов. Туда-сюда. Так, ну что? Канонирами можно тут поотстреливать. Товарищ. О, погнали. Во-во-во-во-во. Короче, в лоб не получается, значит, надо что-то другое попробовать. Мужики с факелами.
У него 109 арканов в заказе. Как это выглядит? В некоторых конюшнях ничего нету. Жестко выглядит. А Криспи Дак, он на лимите сейчас, но у него в заказе только вот 3 креста. Ну, вообще на чип. У него вообще до сих пор золото есть. То есть он по золоту-то... он тут по золоту выигрывает, да? Вот это нежданчик. Спалился. Так, реакция... О, это выглядит помасштабней. И, кстати, эффективнее, возможно. Только передвигаться ими неудобно. Чисто игра от дефа. Игра от дефа. Лидирует Криспи Дак. Так, взрыв произошел. Да? Да, тут была дырка все это время. То есть такая топовая стена. Но не зря же тут вот эти тайлы были разные. Это значит конец стены. Походу, да. Они сами забежали, и он заметил. Обрати внимание, сделано в Персии, не знаю, в Иране. Сделано в Иране. Да, реально. О май гад. Колокол судьбы. Ядра! Почему ядра? Почему я? Слава тебе, Господи. Чувак вспомнил, что у него есть здание. Зашел, мне нравится. Он такой, забыл апы. Первое, ядра. Почему? Не знаю, ядра это вообще технология, чтобы корабли валить. Потом Murder Halls, окей. И броня на коне. Фу, Господи. Но здесь параллельный врыв сюда. Кстати, еще ж цитадели можно прокачать, чтобы пули вылетали тут просто. Ребят, 17 тысяч стоит его армия из 100 ровно юнитов. То есть каждый юнит в среднем стоит 170 ресурсов. И тут какие-то гопники, которые в среднем стоят ничего. На самом деле. На самом деле они тоже в среднем 100 стоят. И даже больше. Что-то у меня с математикой не то, да? Нет, все то. Тут 170, а тут 100. Себе. Ну, блин, у него идеальный баланс. 0 айтов. Perfect. Но камень он свой не видит. Я смотрю эти игры, я не понимаю. Я вообще аж не их уровень. Так, кузница. Ой, давай, раскачиваемся. Я в такой уровень не потянул. И неужели... Блин, учитывая то, что Криспи Дак вспомнил про кузницу, уже какие-то, уже единица брони, то есть каждая стрела от конного лучника будет единичку меньше урона наносить. 7 урона. А, кстати, сколько у кого тут? 83 убийства. У тебя 0. Ну, там я выделил какого-то 7 урона. Так, вероятно, кто более раненый, да? Ну-ка, а вот этого сколько? Сколько вот этого? 8 у него убийств и 4 хп, блин. Ай-яй-яй, давай, мужичок, давай. Блин, надо добавлять, я думаю, разрабам тоже такую тему, что типа у юнита 10 плюс убийств. Ну пусть он регениться начнет, не знаю. Или пусть, что-то добавить. Ну плюс урон, короче, ему добавить, понятно. Ну какой-то чардж ему добавить. Ну это сложно запрогить. Ну как сложно? Ничего сложного не вижу, окей. Больше ворот. А здесь, кстати, он же понял, сообразил, угловой завол и выход. Ну, кстати, я бы на его месте, конечно, бы вот так вот бы сделал, запарился. Вот тут, кстати, леса совсем немало. Так, у нас час 20 игра, давайте смотреть. Слоны идут. Тарканов 96 заказит. Апаются что-то монахи. Так, паладин, почему тут кавалер, тут паладин апнут. Паладин вроде как там, да, действительно апнулся. Конверт монахов идет. Так, что-то ребята все подряд начинают апать, уже несерьезно. Несерьезно или серьезно? 92 фермера. Ну, Хера отдыхает. 140 крестьян это хорошо, но он не может юнитов заказать. То есть сейчас в моменте, просто посмотрите, 115 армии на 60, цена армии 7, 22, в 3 раза дороже армия. В 3. Ну что ж. Золото тут заканчивается. Так, золото тут сейчас должно заканчиваться вообще. Вообще на карте золото сейчас должно заканчиваться. Да, все, 0 золота и 1400 камней. Все остальное это полная фигня. Так, давайте, слона вперед, сюда. Продажи. DFQ просто продает все ресы и получает еще больше золота. Золото. Так. Феодальные апы получены. Феодальные апы на слонов получены. Можно идти в атаку. Сначала первые слоны идут просто в размен. Просто освободить лимит, чтобы новое место заняли. Не знаю. А теперь все слоны подключаются. Монахи тоже. Чинится стена. И вперед. Первые слоны вообще не умирают. Лол, а что слоны такие бомбы? О май гад. И они идут вперед. Да, ну блин, а реально, я издаю звуки, как делают слоны. Слоны-заблудники.
И сплэш-урон, тут по тебе сплэш-урон проходит, мужик, какой сплэш-урон, тут еще канониры с холма нашивают, а тут же забей урон. Итак, 170 лимита, ты просел, пошли работать быстрее конюшни. Где конюшни? Они работают? Пол работают, паладины заказаны. Но плохо распределены, в некоторых конюшнях вообще ничего не заказано. Почему так, не знаю. Все уничтожается, армии просто нету, 111 армии. Рофлит армии, теперь ты рофлил надо мной едой, я порофлил надо мной тобой армией. Что за бред? Ладно, продажа ресурсов. И кажется, Криспи Дак хочет закончить игру прямо здесь сейчас, потому что он заказал по 9 слонов в каждом гребаном замке. И пушит. Осадка за перса? Ты издеваешься, что ли? Криспи Дак шарит. Никакая осадка не нужна за перса, потому что посмотрите на этот замок. Посмотрите на этот замок. Посмотрите на бонусы слонов по 30 по зданиям и 30 еще по Stone Defense зданиям. Так, требы, куда стреляют? По канонирам, прекрасно. 3000 хп. Погнали, разрушение, уничтожение. Уничтожастрич. Спам идет, но как долго он будет? Сможет ли закинуть слонов? Требы отбиваются и просто вылет в башки. Криспи Дак выигрывает катку. Хороший чел. Он, кстати, не всегда выигрывает. Ты что? Он иногда проигрывает, иногда выигрывает. 231 Даркан, 115 конных лучников, 23 паладина, 13 варов, 88 канониров, 90. Идеальная комбинация. Твою мать. Я единственное, что понял в этой игре, что я ничего не понял, и очень много моментов потом понял. Потому что нахер апы тебе? Просто лепи слонов. Это когда он колокольчик нажимал, 7% экономики работало. Но в среднем 74% экономики работало. Больше 70 это хороший процент. Меньше 70 не очень, 64 меньше. АПМы. 17 средний эффективный АПМ у DFQ, то есть неплохо для 400 рейд. И 8, то есть буквально там 8 кликов в минуту, то есть каждые 7 там, секунд, да, он делает эффективный клик. Хорош. А зачем делать эффективные клики, если ты можешь просто поставить 6 монахов, и тебе не надо делать клики. Надо думать. Милитари, уничтожастрич. Так, экономи. Технологии. Какие технологии? Какие технологии, ребята? Слона подключаем. Нейтрального. Да, все-таки КД практически двойка. Зданий тут 6 было разрушено. 116 армий за перса. Кринжовая немножко катка. Конечно, тут DFQ, против такого он, наверное, особо не играл. Типа, по идее, то, что вот он как сделает, вот это 140 экономики, огромный заказ, это будет работать против почти всех цифр, да? Ну, там, обычных каких-то цифр, не знаю, там, всяких, даже, может, каких-то викингов, просто он задушит их, переспамит мобильностью, да? Против чехов не сработает, может, это даже против чехов может сработать. Но вот против такого лимита, когда у тебя армия стоит 22 тысячи, да? Ты просто сливаешь бой каждый. Ты можешь бесконечно спамиться, бесконечно сливать своих юнитов. Прекрасная катка по мне. Но это Low Elo Legends, это Криспи Дак. Красавчик. Короче. Вот, все, пока.